Сегодня в Берлине плюс 32, и я умираю от жары. Здесь у нас такая штука, которая помогает мне как-то справиться со всем этим. Та-да-да. Всем привет, меня зовут Дина, и добро пожаловать на мой канал. Последние 2 года я живу и работаю в Германии, в берлинской финтех-компании, и сегодня я хотела бы поделиться о том, к чему я очень долго привыкала, когда начинала работать здесь, в Германии, конкретно в корпоративной культуре, то, что я ожидала или чего я не ожидала, и вообще поделиться своим опытом работы в немецкой компании. Первый момент, который меня поразил, наверное, это и то, к чему я вообще морально не была готова, это 6 месяцев испытательного срока здесь, в Германии. То есть я сама родом из Казахстана, и испытательный срок в Казахстане, я не знаю, может быть, только месяц от силы. В Эстонии он был 3 месяца, но когда я поняла, что в Германии он будет около 6 месяцев, я подумала, что, это очень долго на самом деле, и что за это время может практически столько всего произойти, может целая жизнь пронестись просто. И на самом деле, особенно для эмигранта, это достаточно сильный психологический процесс, потому что зачастую, когда ты приезжаешь сюда, особенно когда ты эмигрант, и ты приезжаешь сюда по работе, то твой статус здесь в стране зависит от твоей работы и от твоей позиции. И во время испытательного срока тебе могут в любой момент сказать, что ты не устраиваешь компанию или команду, и попросят на выход. Практически каждый день работаешь и живешь как на иголках, ты не знаешь, что вообще происходит в голове твоего менеджера иногда, и, естественно, ты ожидаешь, ты там просчитываешь какие-то сценарии, что если меня там уволят и так далее, что я буду делать, то есть постоянно ты ощущаешь какое-то давление, оно присутствует. И помимо этого есть такое негласное правило, что во время испытательного срока ты не можешь брать отпускные, некоторые люди не берут больничные и так далее, то есть это, естественно, ты чувствуешь это сказывается, ты не можешь планировать свою жизнь, ты буквально первые полгода живешь на иголках в ожидании того, что тебя, возможно, уволят. Конечно, это сильно очень зависит от вашего руководителя, от компании, в которой вы работаете, но конкретно в наших компаниях и конкретно даже в моей команде у меня был случай, когда к нам приезжал сотрудник из другой страны, он перевозил свою семью, и, к сожалению, он не проходил испытательный срок, и буквально на 5-м месяце его испытательного срока его попросили покинуть компанию. И, естественно, ты это все видишь, ты видишь, что это реально. То есть это не так, что тебе говорят, да, брось, все проходят испытательный срок, не парься. Нет, действительно, такие ситуации есть, и ему пришлось, к сожалению, забирать своих детей из школы, собираться и возвращаться обратно к себе на родину. Опять-таки стоит понимать, почему это вообще происходит и почему это полгода. Когда проходят эти полгода испытательного срока, то автоматически ты становишься защищенным законом Германии. И на самом деле здесь законодательство Германии, оно настолько сильное касательно наемных сотрудников. То есть, по сути, после того, как ты прошел испытательный срок, тебя практически невозможно уволить. Из этого исходит мой второй пункт, чему я вообще очень сильно удивилась, что ты настолько защищен и настолько вообще ты можешь как-то так подстроить свою работу под себя, под свой график. То есть, когда я говорю о том, что тебя невозможно уволить, это действительно так. То есть зачастую компании настолько нужно составить какую-то базу, да, протокол, документ, найти на тебя все, что ты там делал плохое и нехорошее, и все сделать это по закону, грамотно. И на самом деле многие компании просто-напросто не хотят, особенно большие компании, не хотят с этим заморачиваться. Они не хотят в последующем, чтобы, к примеру, сотрудник подал на них в суд, они не хотят в это все ввязываться, в какие-то судебные разбирательства. И поэтому зачастую большие компании, даже если они тебе предложат расторжение по согласию обеих сторон, у меня были ситуации в компании, когда человек просто сказал: нет, я не хочу это подписывать, и все, и компания больше ничего не может сделать, кроме как пойти в суд, но так как они этого делать не хотят, они просто соглашаются оставить этого сотрудника у себя в компании, и в принципе ты дальше можешь продолжить работать, и никто тебе ничего вообще не скажет.
И, то есть ты, на самом деле, ты защищен, и поэтому как бы испытательный срок здесь полгода, для того, чтобы в течение полугода тебя вообще проверить, как бы, что ты надежный сотрудник, да, надежный человек в команде или нет. Касательно гибкости, здесь ты, в принципе, можешь пойти спокойно и запросить, к примеру, перевод на частичную занятость. То есть в Германии ты можешь перейти на 60% и, кажется, на 80% частичной занятости. Грубо говоря, ты можешь работать там 3 раза в неделю. И, соответственно, ты как бы получаешь меньше, но факт того, что это настолько удобно, что если, к примеру, у тебя есть дети, да, или даже если просто у тебя, может быть, какие-то хобби есть, или ты хочешь там чем-то еще заниматься и так далее, то ты можешь, в принципе, сообщить своему работодателю, запросить о том, чтобы тебя перевели на частичную занятость. И в основном, конечно, опять-таки, все зависит от компании, все зависит от работодателя, но в основном они соглашаются и идут людям навстречу. Следующий такой интересный момент. На самом деле, намного здесь меньше технологий, чем я ожидала. Я думала, вот, что Германия такая передовая страна, и компания, где работаю я и где работает мой супруг, это очень большие международные как бы передовые компании. Естественно, ты как бы предполагаешь, что когда ты туда приходишь, все будет максимально автоматизировано. Но на самом деле это зачастую не так. И у меня, и у моего супруга в компаниях очень много как бы работы вручную. Было такое, что мы просто начали работать в огромных Excel-листах, и я понимаю, что если ты, к примеру, бухгалтер, и да, особенность твоей работы или там аудитор работать в Excel, то здесь уже ты как бы понимаешь, что в индустрии, да, на рынке вообще уже все в твоей области используют определенное какое-то программное обеспечение, какие-то программы и инструменты. Почему-то у нас такого нет, и я до сих пор не нашла на это ответ. Это именно особенность наших компаний, что вот как-то так экономят в этом плане, либо же это, в принципе, как-то в Германии так. Следующий момент, который меня удивил, это то, что мы ожидали, что процессы в компаниях будут очень организованы, ведь это же Германия, все должно быть организовано, но на самом деле, когда мы пришли, то увидели очень много хаоса. Когда, к примеру, я работала в отельной индустрии, каждый процесс был расписан, начиная от того, как делать утренний звонок, будильник гостю, и заканчивая там какими-то сложными процедурами, как заселять гостя, как выселять гостя и так далее. То есть все было написано и все было понятно. Здесь же, когда мы пришли работать, и у меня, и моего мужа, к сожалению, в компаниях вообще ничего не организовано, очень мало каких-то процессов полностью расписано, все вообще хаотично, ты не можешь разобраться, что происходит, как происходит. Как-то вот в этом хаосе все люди все равно существуют, и все как-то происходит и взаимодействуют. Следующий момент, который меня удивил, это то, что здесь в Германии люди очень сильно фиксируются на каких-то маленьких деталях. То есть обычно все хотят как-то очень быстро, да, достичь какого-то положительного, успешного результата, да, завершить свою задачу. Все, вы все сделали, вы молодцы, мы переходим к следующей задаче. Но здесь люди настолько сконцентрированы на самом процессе и на каких-то маленьких мелочах, каких-то, возможно, маленьких, да, словах. Хотя основная проблема все еще остается нерешенной. И здесь люди теряют как будто бы из виду сам весь процесс и результат. Некоторые компании в Германии довольно все еще старомодные. Почему-то здесь вот такое вот какое-то было негласное правило и у меня, и у супруга в команде, что ты не можешь приходить позже своего начальника и уходить раньше своего начальника, как-то тоже не сильно-то и приветствуется. И для меня это было первое время очень странно. Если ты закончил свою работу, ты, в принципе, как бы, просто можешь написать сообщение максимум своему менеджеру и, в принципе, пойти домой, потому что ты все закончил, там никто не хочет, чтобы ты сидел и просиживал штаны. Но здесь почему-то вот было такое какое-то ощущение, ожидается, что ты будешь сидеть там до 6, приходить в 9 утра ровно и уходить в 6 вечера ровно, и что если ты закончил раньше, то, я не знаю, ты должен как-то притворяться, что ты работаешь. И вот это все еще здесь как-то есть. И здесь такое интересное противоречие, что на бумаге компания может быть такой современной, технологичной, но при этом все равно ожидания немного старомодные. Если ты, наверное, закончишь и уйдешь, естественно, тебя насильно никто заставлять там сидеть не будет, но все как бы сделают против
тебя какие-то такие свои выводы, что тоже, мне кажется, не совсем правильно и здорово. Последний момент, который для меня, наверное, оказался самым таким интересным, это то, что культура организации каких-то тим-ивентов, тимбилдингов, она здесь на самом деле хромает. Опять-таки, я сейчас говорю про себя и про своего мужа, то есть если у вас в компании вообще очень классно проводят какие-то тим-ивенты, какие-то выездные мероприятия с вашей командой, пожалуйста, поделитесь. Мне очень интересно послушать об этом, но во всяком случае у нас в компаниях и также в компаниях моих каких-то здесь знакомых в Германии каждый раз, когда они рассказывают о том, как их компания подготовила какие-то мероприятия, да, вне работы, ну, это просто ужасно, если честно, и мне каждый раз просто хочется плакать от этого. Например, у моего мужа была рабочая конференция в Гамбурге. Первые полдня у них была конференция. Естественно, как сотрудник ты там не отдыхаешь, то есть тебе нужно там общаться со своими клиентами, кому-то что-то помочь, сходить туда, поговорить и так далее. То есть это не так, что ты там отдыхаешь. Но после этого их пригласили в какой-то ресторан, их посадили под открытым солнцем и сказали, что вот теперь, ребята, время для нетворкинга, то есть знакомьтесь, общайтесь друг с другом, там были коллеги с разных вообще городов, с разных регионов Германии, и естественно, когда ты сажаешь человека под палящее солнце, у тебя нет никакой программы, и нету даже никаких напитков, ничего нету, и как бы 3 часа вот это вот нетворкиться, ну, это как-то странно. И все были уже уставшие, и наконец-то сам ужин был назначен где-то только на 8-9 вечера, и когда уже все голодные уже туда пошли, и все уже поели, все боялись вставать из-за стола и уходить, и вот это опять-таки возвращается к тому, что здесь в Германии культура достаточно консервативная в этом плане, то есть пока твой менеджер не встал и не ушел, никому не комфортно вставать из-за стола и уходить. У меня также была интересная история. Наша компания организовала тимбилдинг, и наш менеджер решил, что будет круто заняться каякингом по парам. И идея классная, но на самом деле этот каякинг проходил практически 3 часа, опять-таки на жаре. Люди были в этих лодках, гребли туда и гребли обратно. Вернулись обратно, ужасно уставшие, голодные. И затем им сказали: да, вот, ребята, у нас запланирован ужин, но до ресторана где-то вот 30 минут, это в другом районе города. Ну вот давайте мы сейчас все вместе туда пойдем пешком. И как бы люди, ну, не совсем обрадовались, наверное, такому после полного рабочего дня, 3 часов активности и затем еще 30 минут идти до ресторана. Но в любом случае мы туда пошли. Ужин у нас был в итоге там чуть ли не в 10 вечера. И случилась точно такая же ситуация, как у моего супруга, что после того, как все уже поели, люди как-то не чувствовали себя комфортными выходить из-за стола и идти домой. Пока вот твой менеджер, да, не закончил еду, не закончил общение и сам не поехал домой, никто себя не чувствует комфортным это сделать. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, если у вас был такой же опыт или другой какой-то опыт при работе здесь в Германии. Мне будет интересно. И спасибо большое за ваше время. Всем пока!